В одном прекрасном лесу жил маленький зайчик по имени Пушок. Он был очень любознательным и всегда хотел узнать что-то новое. Однажды, когда Пушок сидел под деревом и ел морковку, он услышал, как белочки обсуждают, сколько орехов они собрали. «Как вы знаете, сколько орехов у вас?» — спросил Пушок. «Мы умеем считать», — ответила одна из белочек. «Это очень полезное умение». Пушок задумался. Он понял, что ему тоже нужно научиться считать. На следующий день он отправился к мудрой сове, которая жила на самом высоком дереве в лесу. «Здравствуй, сова», — сказал Пушок. «Я хочу научиться считать. Можешь ли ты мне помочь?» Сова взмахнула своими большими крыльями и улыбнулась. «Конечно, Пушок. Считать — это замечательно. Научиться нужно постепенно. Давай начнем с самого простого». Сова достала из своего дупла несколько орехов. «Это один орех», — сказала она, показывая один орех. «А вот два ореха. Пушок, повтори за мной». Пушок внимательно слушал и повторял. «Один орех, два ореха». Сова продолжала. «Теперь давай попробуем с большими числами. Вот 3 ореха. А вот 4 ореха. Пушок, сколько орехов здесь?» Пушок посмотрел на орехи и задумался. Потом он сказал. «Здесь 3 ореха, а здесь 4 ореха». «Отлично, Пушок!» — похвалила его сова. «Теперь давай попробуем посчитать вместе». Сова положила перед Пушком 5 орехов. «Считай вслух, Пушок». 1, 2, 3, 4, 5. Радостно посчитал зайчик. «Молодец!» — сказала сова. «А теперь ты можешь сам найти примеры в лесу и посчитать их». Пушок побежал к реке и увидел там лягушек, сидящих на кувшинках. 1, 2, 3 лягушки, посчитал Пушок. А теперь еще 2 на другой кувшинке. 4, 5. 5 лягушек. Затем он пошел на поляну и увидел цветы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 цветов. Пушок был так рад своим успехам, что решил поделиться им с друзьями. Он встретил белочку и рассказал ей, как научился считать. «Это чудесно, Пушок», — сказала белочка. «Давай теперь вместе посчитаем ягоды малины, которые я собрала». «Давай», — сказал Пушок. 1 ягода, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ягод. Они вместе посчитали ягоды малины, и оказалось, что у белочки было 7 ягод. Белочка была очень рада, что теперь она знала точное количество своих запасов. Пушок понял, что научиться считать — это не только полезно, но и весело. Он продолжал практиковаться каждый день, считая все, что находил в лесу — ягоды, цветы, даже облако на небе. И вскоре все звери в лесу знали, что Пушок — настоящий мастер счета. Он всегда был готов помочь своим друзьям и научить их этому важному навыку. Благодаря своим знаниям, Пушок стал еще более уверенным в себе и понял, что учиться новому — это всегда интересно и полезно.